Сейчас я расскажу вам про то, что такое контракты в Jujutsu Kaisen, с кем можно заключать контракты, каких типов они бывают, какое они в принципе имеют значение в мире ЖЖК, принцип их работы, что, по моему мнению, будет при нарушении условий контракта, а также кто или что закрепляет эти пакты. В мире магической битвы контракты являются одной из основополагающих концепций, вокруг которой крутится вся система магии. Их используют для усиления, уверенности в действиях кого-либо, или даже в проклятиях. В первую очередь хотелось бы напомнить, что в мире магической битвы основа для техник в большинстве своем – это проклятая энергия, которая рождается из негативных эмоций. Также есть положительная энергия, которую получают либо при приумножении проклятой энергии, либо, как Махарага, естественным путем. Махарага на данный момент единственный персонаж, который способен генерировать как проклятую энергию, так и положительную. Почему? Расскажу позже. Сейчас важен факт, что эмоции и чувства в магической битве являются источником силы в разных порядках. Как пример возьмем связывающие контракты. Ты чем-то жертвуешь и получаешь взамен нечто другое. Здесь помимо основной для всех контрактов эмоции ответственности за подкрепление контракта, подкрепляется еще и страх потерять что-либо. Сюда же идут контракты, которые усиливают проклятые техники при рассказе о их принципе. Каким бы сильным ты ни был, тот факт, что враг знает о твоих сильных и слабых сторонах, заставляет все-таки напрячься. Испытывать пусть и малый, но все же страх того, что эти знания могут решить исход боя и далеко не в твою пользу. Более того, в таких контрактах ты жертвуешь своей безопасностью, раскрывая свои карты. Поэтому помимо эмоций добавляется фактор равноценного обмена. Слова имеют во вселенной магической битвы особое значение. И оно настолько большое, что неосторожно бросаться словами боятся даже сильнейшие существа данной вселенной. Махарага так вообще ни слова не говорит. Это шутка, но деталь интересная. Как минимум потому, что наши слова формируют наше восприятие мира, а как максимум потому, что даже в буддизме слова, а точнее мантры, имеют особое значение. Будто эти самые слова кто-то кроме нас услышит. Некая божественная сущность. Помимо прочего, когда мы говорим, мы испытываем дополнительные эмоции, а как я уже раньше говорил, эмоции – это сила в магической вселенной. Негативные эмоции – корень проклятой энергии, и божественность – корень положительной. Не зря же единственный персонаж, который способен естественно обладать и положительной, и негативной энергией – это именно Махарага, божественный полководец и отступник. Он является собой как божественное начало, так как он является божественным существом, так и проклятое, потому что он является отступником. Я уже говорил, что контракты являются катализатором для чувства ответственности. Пока что я скажу, что эта ответственность в первую очередь перед собой, так как если ты не можешь доверять самому себе, то и силы в тебе никакой не будет. Заключая контракты, ты связываешь себя чувством ответственности с самим собой и, если есть, вторым лицом контракта, а также, забегая наперед, заверителем, который ставит печать на договоре. Для начала стоит упомянуть, какие именно бывают контракты. Контракты, отталкиваясь от количества заключаемых лиц и их значимости, делятся на несколько типов. Первым видом являются контракты с самим собой. Данный контракт использует нанами, который ограничивает свою силу в рабочие часы и усиливает ее в сверхурочные. Также в этот тип контрактов входят все обещания формата «если то», когда шаман ставит себе условия, при выполнении которого получает усиление. Помимо условий можно оставить какую-то жертву. Например, пообещать, что после того, как контракт будет выполнен, шаман лишится чего-то. Например, лишит себя права на ношение оружия или проклятой техники. Второй тип контрактов – контракты с кем-либо. Они по своей сути похожи на контракт с самим собой. Тем не менее, они намного опаснее, потому что ты не знаешь, чего именно хочет твой оппонент, потому что контракты отталкиваются в первую очередь не от понимания слов, а от того, что именно подразумевал назвавший условия человек. Примером является контракт между Сукуной и Итадори, где Итадори сказал, что Сукуна не имеет права причинить вред кому-либо, но не включил в этот список самого себя, либо Сукуну, поэтому контракт не сработал в самый ответственный момент. Таким образом, шаман обязан не только удостовериться, что его оппонент заключил пакт, но и обговорить каждый пункт дотошно. Каждое слово должно быть оговорено, иначе кто-то кого-то обязательно обманет. С такой точки зрения можно подумать, что контракты в Jujutsu Kaisen – это контракты с дьяволом. Поэтому, если правильно сформулировать контракт, можно будет победить даже непобедимых. Возьмем все тот же момент с Сукуной. Если бы Итадори в своей части контракта подразумевал даже насекомых, бактерий или же любое принудительное действие со стороны Сукуны, то он бы
бы победил короля проклятий. Хотя, мне интересно, работает ли это в две стороны. Может ли вторая сторона оспорить утверждение первой, например, сказав, что уничтожение дома не является вредом для людей, потому что они получат после этого новый дом. Третий вид контрактов – это принудительные контракты. Их суть проста. Кто-то втягивает кого-то в контракт против его воли. Этот вид контрактов является ключевым, потому что он ближе всех привязан к тому, кто заверяет контракты. Некой божественной сущностью, небесами. Да, самый яркий представитель данного типа контрактов – небесные путы, которые при рождении забирают что-то одно, взамен отдавая что-то иное. При рождении, то есть это буквально дар, или же проклятие, посланное самими небесами. Также данный тип контрактов появляется, когда человек при смерти, то есть его душа вскоре очистится от всех грехов и станет частью положительной энергии. Более того, контракты подкреплены предсмертными эмоциями людей, что усиливает их мощь многократно. Я считаю, что также имеет место быть необходимость хоть какой-то близости между участниками принудительного контракта. По крайней мере, когда речь идет о шаманах, а не о богах. Шаман не может взять и наложить такой контракт на кого-то, безразличного ему, потому что нет дополнительной подпитки за счет эмоций. Как ни странно, но есть клановая техника, которая по своей сути является принудительным контрактом. И это сила клана Инумаки. Давайте теперь подумаем, что же будет, если шаман нарушит контракт. Неважно, с самим собой или же с кем-то. У меня есть два варианта. Первый вариант – это то, что шаман получит откат, размер могущества которого превышает суммарное могущество всех участников сделки, так как они, условно говоря, закрепили свой контракт с помощью проклятой энергии и небес, которые выступили неким адвокатом. Этот вариант имеет место быть, потому что такие шаманы, как Кинджаку и Сукуна, не из тех, кто боялся бы за чью-либо жизнь, кроме своей. И тем не менее, оба боялись нарушить контракт. Кинджаку и вовсе говорил, что при нарушении контракта свершится некая катастрофа. Второй возможный вариант – лишение чего-то более существенного, чем то, что было заложено в контракт. Если при нарушении контракта нарушитель всего-то насильно выполнял свою часть сделки, это было бы скучно. Потому что есть вероятность, что при нарушении контракта теряется нечто большее. Представим, что Тодо нарушил контракт с кем-либо. Он может лишиться рук из-за этого, а может и вовсе лишиться любимых людей. Таким образом, контракт, а точнее адвокат, может узнать, что самое дорогое для нарушителя, и лишить его этого. И вот мы наконец дошли до того, кто или же что закрепляет контракты и выступает во вселенной Джуджутсу Кайсена адвокатом. Дьявол? Нет. Как я говорил, это небеса, некая абстрактная божественная сущность, которая является воплощением магической энергии. Почему я думаю, что такие существа имеют место быть в магической битве? Махарага, божественный полководец, отступник, единственное существо, которое имеет как проклятую, так и положительную энергию. Чем он отличается от всех остальных? Тем, что является некой божественной сущностью. Поэтому вполне вероятно, что не только Махарага является одним из подобных существ. Возможно, в магической битве есть некий пантеон богов, либо одна единая высшая сущность, которой уже подчиняются другие, но факт наличия чего-то божественного налицо. Точнее на крылья. Один из представителей данного рода вполне может отвечать за контракты, и именно он был назван небесами. Он закрепляет все контракты и иногда накладывает принудительные самостоятельно. Например, небесные путы клана Зенин. Зенины крайне не любят бездарностей в плане магической силы, что могло бы послужить поводом для наказания, либо же насмешки со стороны данного божества, небес, которые периодически заключают принудительный контракт с представителями именно этого клана. Вы ведь заметили, что небесные путы, которые забирают проклятую энергию, появляются именно в клане Зенин. Второй представитель небесных пут, который наоборот не имел здорового тела, зато имел обширный запас проклятой энергии, был рожден вне этого клана. Такая у меня теория по поводу того, кто является адвокатом, который постоянно следит за выполнением всех условий контрактов, и кто насылает проклятие небесных пут на клан Зенин, который грешит отрицанием всего, что не связано с проклятой энергией. С вами был Голос Окабалора, не бойтесь тьмы, это обитель истины.